Fiction is a lie, but good fiction is the truth inside the lie. Я уверяю вас, они настоящие. Рад новой встрече с вами. Вы находитесь на канале социальной инженерии, где мы постигаем механизмы манипуляции человеческим сознанием и поведением. В предыдущей части вы получили ключ к познанию. Ссылка на видео в правом углу и в описании. Благодаря этому ключу вы узнали о существовании на Земле ранее более развитой, нежели наша цивилизация. В результате катаклизма от той працивилизации мало, но кое-что осталось. И сегодня оно даже копает, бегает и плавает. А дальше было еще интереснее. Вы получили подтверждение скрытых посланий в художественных произведениях. Непосвященные ни о чем не подозревают. Оно и к лучшему, все довольны. И напротив, удостоверение некомпетентности версий официальных историков. Мы считали, что под зданием фундамент 4 метра, а местами он оказался 18. Ну, вот такие вещи. Или какие-то вскрылись пространства, которых не было ни на картах никаких, ни на каких планах. Было там и про мировое правительство с инопланетянами. Конечно, если вы досмотрели до самого конца. Я полагаю, в связи с этим, помимо сомнений, у вас возник целый ряд вопросов. Что за катаклизм случился? Каковы причины катаклизма? Чего добивается планетарное руководство? Кто эти руководители высшего уровня? А начнем, пожалуй, с конца. И помогут мне в этом братья Аркадий и Борис Стругацкие. Кто ты такой? Кто я такой? Я прилетел с Земли 20 лет назад. Я готовил спасение этой несчастной маленькой планеты. Готовил бережно, с учетом всех возможностей. Нас разделяют тысячелетия. Значит, вы предлагаете подавить в себе нормальный человеческий порыв? Но мы не боги, и были случаи, когда кто-то из нас, не выдержав, помогал этим несчастным. Считаю, ситуация экстремальная. Пусть они увидят нас. Может, наше вмешательство пойдет им на пользу. Вы, вероятно, ожидали от меня пароли и явки. Но пока этого объема информации предостаточно. Просто поймите, они вмешиваются. Чего добивается руководство? Здесь все вполне очевидно и даже заурядно. Человек разумен, а толпа тупой, склонный к панике и опасный зверь. И опасен человек в первую очередь для самого себя. Ну как, костры из книг еще горят? Очень много работы. Но ведь не каждый грамотей враг короны. Или ваша цель уничтожить всех? Я уверен, идея опаснее меча. Нам нужны преданные люди, а не ученые. Некий лекарь из Ирукана распространяет ересь, что болезни происходят от невидимых маленьких организмов, которые живут в нас. Да, эти невидимки губят человека. Как ему такое пришло в голову, а? Ясно, куда он клонит. Не мы, а маленькие ничтожные животные, обитающие в нас, завоюют весь мир. Он посмел замахнуться на божественный порядок. Невежество правило миром сотни лет назад. Мы накрыли в этом доме какого-то книжника. Мы решили этот вопрос просто. Запомните его. Он изобрел печатный станок. Невежество правило бал совсем недавно. В стране великой культуры к власти пришли люди, которые сделали все, чтобы превратить человека в восторженного дикаря. Выступал Геббельс. Он говорил о торжестве германского духа, о новой культуре, а под эту речь человеческая мысль летела в огонь. Это же невежество есть сегодня. Бандера! Наш герой! Продолжаются шествия нацистов. Участники марша считают, что латышские легионеры воевали за свободу. Но присягали легионеры на верность Гитлеру и воевали под знаменами нацистской Германии. Вы спросите, в чем же управление, если гибнут люди? Как вы могли это допустить? Как вы могли все это? Война! Башни, огонь, танки, гай! Как вы это допустили? По законам истории! Это их мир! Их история! Мы не можем ничего менять! Общество находится строго в одном из двух состояний – развитие либо деградация. Деградация – это птица Феникс, возрождающаяся из пепла каждый раз, как эволюция прекращает тушить угли деградации. Очевидно, что такой полив – вещь сугубо принудительного характера. Именно этим принуждением и занимаются там. Требуется сотрудничество. Зачем? Передавать это по кусочкам. Почему это не отдать сразу? Это способ заставить нас поработать вместе.
Если я вам поверю, как вы собираетесь заставить поверить остальных? А завтра вы узнаете кое-что еще, не менее интересное и важное. Можете выбрать очередность изложения или даже дополнить список тем в комментариях. Палец вверх, подписка на канал и колокольчик вам в этом могут сильно помочь. До завтра. Все это похоже на какую-то разводку. Наркотики нельзя, но можно водку. Газеты и журналы печатают миру. Дельфин будет жить, а я умру. Мне бы в небо, мне бы в небо. Здесь я был, а там я не был. Мне бы в небо, мне бы в небо. Здесь я был, а там я не был. Признание вины в подобном случае стоило бы нашему правительству колоссальных убытков. Из-за компенсации наша экономика бы рухнула. Мы бы лишились нашего превосходства и лидирующих позиций. На нас наложили бы санкции.